Джек всегда знал, что его судьба связана с дорогами. Выросший в семье водителей, он с детства впитывал в себя рассказы деда и отца о дальних рейсах, бескрайних просторах и приключениях на колесах. Однако жизнь не обошлась без потерь. Когда Джеку было всего 18, его отец скончался от тяжелой болезни, оставив его на попечение отчима. Несмотря на трудности, отчим поддержал Джека в его стремлении стать дальнобойщиком, помогая ему найти первую работу. После окончания школы Джек сел за руль старого грузовика, который когда-то принадлежал его отцу. Он был не в лучшем состоянии и часто ломался, но для Джека это был символ семейной традиции. Вскоре, во время одного из рейсов, он встретил девушку по имени Синди. Их разговоры о жизни, мечтах и планах на будущее быстро переросли в крепкие чувства. Спустя некоторое время Джек и Синди поженились, и вскоре у них родились 4 замечательных детей. Работа дальнобойщика была нелегкой, и Джек постоянно искал дополнительные заработки, чтобы купить новый грузовик, который не подводил бы его на дороге. Вместе с другом и напарником Джоном они часто сокращали время сна, чтобы успеть выполнить больше рейсов и заработать больше денег. Они делили не только трудности, но и радости, мечтая о том, как однажды смогут позволить себе новый надежный грузовик. Однако судьба решила иначе. Во время одной из поездок с Джоном они попали в ужасную аварию. Джон, к сожалению, не выжил, а Джек чудом остался жив, но все его сбережения ушли на восстановление поврежденного грузовика. Это было тяжелое время для Джека. Он потерял друга и столкнулся с финансовыми трудностями. Спустя 5 месяцев, когда Джек уже начал восстанавливать свою жизнь, он подвозил монахиню по имени Анна. Она оказалась на пустынной дороге и выглядела напуганной. Монахиня рассказала, что на нее напали бандиты, отобрали все деньги и оставили без средств к существованию. Она просила о помощи, и Джек, вспомнив о своих принципах, согласился помочь. Когда они столкнулись с бандитами, Джек проявил всю свою смелость и решимость. Он смог отвлечь внимание нападавших, что дало монахине возможность сбежать. Монахиня была безмерно благодарна Джеку за его храбрость. В знак благодарности она предложила ему пачку денег, но Джек, вспомнив о своих принципах и о том, что у него есть семья, отказался. Он вернулся к своей жизни, полон гордости за то, что помог нуждающемуся. Однако, когда он вернулся домой и начал разбирать вещи, он неожиданно нашел в кармане своей куртки пачку наличных. Сердце его забилось быстрее. Он понял, что монахиня оставила ему деньги, чтобы поддержать его в трудные времена. Это было не просто финансовое подспорье, а знак того, что доброта и помощь всегда возвращаются. Джек почувствовал, что не одинок и что его усилия не напрасны. Он продолжил работать, зная, что впереди его ждет светлое будущее, полное надежд и новых возможностей. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.